всегда есть открытая дверь. Вы только посмотрите. Офигеть. Система образования в нашей стране регулярно терпит изменения. Она адаптируется под современные потребности, новые профессии и технологии. Но есть и обратная сторона. Не все учебные заведения могут выдержать такие перемены. И многие из них сначала закрываются, а потом и вовсе забываются людьми. Учебные пособия покрываются пылью. Уникальные макеты, на которых учились тысячи студентов, оказываются среди мусора. А когда-то легендарная советская техника ржавеет и превращается в металлолом. Об одном из таких заброшенных училищ я узнал и отправился на поиски советских машин. С вами Кот. Погнали. То есть вот это все брошено реально? Да. Пустой класс внутри. Это все заброшено. Ого. Ну вот тоже движки. Движки? О, там что-то, да, такое прям интересненькое есть. Какой-то движок, да, стоит. Само это училище, конечно, закрыто. И даже можно уже сказать, что заброшено. Но накануне нашего исследования выпал снег. Это и хорошо, и плохо. Мы оставляли следы, но еще следы оставляла охрана или те, кто присматривал за данным местом. Именно так мы поняли, что в главном корпусе находится человек. Следы туда под входа есть. Внутри сохранились кабинеты, актовый и спортивный зал с протекающей крышей. Впрочем, таким он был и при жизни данного заведения, как мы можем видеть на данной фотографии. Но сейчас здесь нет ни учеников, ни преподавателей. Конечно, можно было попробовать договориться с охраной, но я был не готов рисковать, ведь в случае отказа мы бы не смогли попасть и в то здание, которое интересовало нас больше всего – заброшенные учебные ангары, где потенциально могла сохраниться советская техника. Пу-пу-пу. Где-то здесь внутри сидит, спит охранник. Ладно, пошлите, пока нас не спалили в основное здание, куда лежит наш путь. Не, все залочено наглухо. Вон там камера висит. Вон там, на самом здании в конце. Здесь тоже, вот смотрите, какие штуки стоят. Всякая сельхозтехника. Не, ну следов нету. То есть сюда никто не подходил. Ну мало ли, а вдруг. Прикинь, повезло бы как. Но не повезло. Тут вон явно замочек висит такой хороший. Ну оно так открыто, и оно так, я думаю, открывается. Ну, в общем-то, как оказалось, действительно всегда есть открытое окно. Даже два, да, Ань? Прекрасно. Но тут уже все так прям подвыпиливают знатно. Смотрите, собрали в кучу. Мне кажется, или там какие-то звуки как будто тут ходят? Или это с улицы ветра просто, как обычно? Да. И такой же в ДСАФе был, помнишь? Вот так вот. В общем-то, мы попали на эту локацию благодаря подписчику Саше. Вот он. Да, вы мне, кстати, часто пишете, ребят, как попасть с тобой на локацию, как сходить. Вот так вот. У меня в ВК открытая личка. Человек написал, прислал фотки, говорит, смотри, что есть, классный объект, давай сходим. Я посмотрел, да, объект крутой. И вот, спустя 2 дня мы здесь. Вот так со мной можно попасть на заброшку. Просто так кого-то брать, ну, представляете, какая толпа будет, если я всех подряд буду брать на заброшку. Нас и так вон 4 человека, это уже много для таких полазок, потому что надо быть аккуратным. Закончило свое существование это учреждение с гордым названием «Аграрный колледж», а начинало как школа текстильщиков и земская школа крестьянских детей. Из названия, в принципе, понятно, что корни уходят куда-то в дореволюционную Россию. Однако свой истинный путь оно начинало в 1921 году как плодоовощной техникум. С регулярной сменой названия так и просуществовало 100 лет на благо сельского хозяйства. Несколько лет назад было закрыто, несмотря на попытки местных жителей сохранить учебное заведение. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит там сейчас. Крутые макеты. Я вот в Иркуте в техникуме, когда находил, я говорю, как будто ты попадаешь просто в микромир. Насколько в Советском Союзе тщательно подходили к созданию макетов. То есть он прям вот идеально сделан. Сколько труда в это вложено. Ну и сейчас это никому не надо, конечно же. Потому что есть компьютеры, всякие программы. Но руками, конечно, такие вещички покрутить и понять, как это... Не, он сам снизу придавлен. Как это работает, это, конечно, просто...
Невероятно. Да, самое обидное, что вот это вот все попилят на металл просто-напросто. Так, и тут у нас, ну это прям, как обычно, я говорю, наша любимая комната технаря-затворника. Тут у него и компьютер, смотрите, мегафон валяется. Чемодан пустой, судя по всему, да. Стекла лобовые от машины. Приборочка от грузовика. Ну вот в таких комнатах, как я говорю, можно собрать, если не целый КАМАЗ, то как минимум какую-то его часть. Так, чтобы это все даже работало. Идем дальше. Тут у нас, смотрите, ключница. Судя по всему, кабинет директора, да, здесь был. Ох, смотри, раритет какой стоит. Музычка Estonia 006 стерео. Вот это поворот. Тысяч. Все крутится. Он уже наверняка еще работает, смотрите, он ездит. Ну, короче, кабинет начальника. Я не думаю, что тут что-то прям Икарус. Смотрите, инструкция по ремонту Икаруса. Как тебе такое, Илон Маск? Ты, наверное, даже не знаешь, что такое Икарус. А здесь есть подробнейшая, просто подробнейшая инструкция, как ремонтировать Икарус. Мать его, прикиньте. Смотрите, автобус. Вот, кто не знает, как Икарус выглядит. Вы знаете, как Икарус выглядит, потому что, мне кажется, абсолютно все знают, как выглядит Икарус. Класс вообще, слушай, просто шикардос. И самое главное, это доработать напильником. Смотрите, тыц. Дружинник. Можно, кстати, себе надеть, если вдруг охрана придет сказать. Они такие, вы кто? Я дружинник, а вы? Вот так вот. Московская область, ГАИ. ГАИ? Ну все, гаишник, дружинник. Смотрите, здесь ключики. Идем дальше. Декабрь 21 года. Кстати, календари, когда еще работал. То есть в 21 году здесь еще жизнь какая-то была. Здесь учебный класс. Ого, люстры такие прям висят. Здесь учебный класс был. Стульчики вон перевернули, но течет что-то, видите, с крышей тут явно проблема. Перед поездкой я немного подготовился и нашел фотографии этого места во время работы. Когда-то здесь действительно кипела студенческая жизнь. Ученики устраивали конкурсы, спортивные мероприятия и даже ралли. Но несколько фотографий вызвали особый интерес. Судя по ним, здесь было помещение полное советских грузовиков. Я не знал, вывезли их сейчас, сдали на металл или бросили прямо здесь гнить. Но найти их и посидеть внутри очень хотелось. Именно это было нашей задачей номер один. Так, давайте-ка пока... переход открыт, это хорошо. Мы туда можем пройти, но сначала давайте тогда это крыло до конца изучим. Тут вон в коридоре висят такие деревянные всякие штучки. Ну, здесь довольно-таки... Господи, Леха напугал, я думал, ты там. Думаю, человек стоит. Тоже класс, от которого уже мало чего осталось. Дипломат. Я помню, у меня дед с таким на работу ходил. У меня дед был архитектором. Кстати, ему некоторые корпуса РУДН, он проектировал их. И детский пионер-лагерь Ювента, корпус столовый тоже он делал. Какие классные советские плакаты, ну прям вообще. Ну и, конечно же, тиски. А вот, в общем-то, причина, по которой закрылось данное место. Как вы можете видеть, у него обвалилась крыша. Но крыша у него просто немного там начала протекать и обвалилась. А вот то, что вот эти руины, которые вы сейчас здесь видите, это уже выломали, чтобы вытащить оттуда некоторые экспонаты. То есть их туда сначала поставили, а потом построили здание. Что это такое? Не знаю, что это, но выглядит интересно. Какая-то моталка. На ней не написано, что это. Электропрялка. Я же почти угадал, я сказал моталка. Электропрялка. Зачем нужна электропрялка в Якутске? Электропрядь. Ребят, кто знает, пишите в комментариях, зачем нужна электропрялка в таком месте. Ого, слушай, ну красиво. Просто. Двигатели D50, А41. И вот этот вот такой, что-то плющ, да, какой-то, разросшийся. И, кстати, вот самый главный вопрос, который вы пишете, почему не завяли цветы, если это брошено? Ну, во-первых, вы что, серьезно не видите, после всего того, что вы уже увидели, вы не видите, что это брошено? Вот, смотрите, все равно все зеленое. Лех, почему все зеленое? Потому. Сила жизни, да, потому что здесь есть земля,
А с крыши иногда течет. Я думаю, вот поэтому. А если вы хотите порадовать себя или близких гарантированно свежими и красивыми цветами, то это можно сделать прямо с телефона с помощью приложения «Русский букет». Не за горами еще и конец учебного года. Можно не бегать в ужасе по всем цветочным магазинам района, а просто заказать букет прямо лежа на диване. Кроме цветов, у них есть большой выбор подарочных наборов и для совсем ленивых – готовые решения. Дарить такую красоту – одно удовольствие. Заказ можно оформить не только по России, но и по всему миру и оплатить удобным способом и не только рублями. А теперь про выгоду. Все же любят ништяки. Во-первых, есть бонусная программа и приветственные скидки. Во-вторых, по промокоду «Злой кот» вы получите скидку 15% на первый заказ до конца июля. Скачивай приложение «Русский букет» по ссылке в описании и помни, женщины слишком долго помнят неподаренные цветы. Двигаемся дальше. Не, я вам так скажу, кстати, вот ДСААФ, который вам всем очень понравился, судя по количеству просмотров, несмотря на то, что он был сохраннее, он не такой интересный, как здесь. Здесь прям круто. Ну здесь, видимо, слесарка была, да? Ой, слесарка, столярка. Деревянные изделия, да, столярное дело. Коса. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Допился, смерть с косой увидел. Кота с косой. Коня. Конь, деревянный конь. Он даже не Слушай, он даже, да. Ну, Сама только, пойдет. да. Главное, черные саморезы. Это в столярке просто самое важное. Это черные саморезы. Смотри, рубанок какой, а? Интересно. Или мне кажется? Нет, казалось. Казалось? А ты что, прости, подумал? Нет, не то. Не то, да? А вы что подумали? Это вот в Химках видал. Деревянными членами торгуете. Это, разминать в ступе, видимо. Смотри, рыба, кашалот, рыба-кит. Тоже на саморезе. Какой чудо-юдо. Телекомпания «Вид». Кошмар детства всех детей. О, вон, смотри, всякие выжигалки, портреты. Господи ты, боже ж ты мой. Что это? Это Якубович. Сектор приз на барабане. Так, ну все, получается, в этой части у нас остался один кабинет, и можем перемещаться в ту часть, где стоит самое интересное. Я хочу найти технику. Тут говорят, что должно было остаться много О, ну, кстати, трактор, смотрите, здесь есть тракторишка. Но это не та техника, конечно, за которой мы сюда пришли. Тут стоят трактора, КамАЗ, Урал, Шишига. Я хочу все это увидеть и найти здесь. И надеюсь, что это не успели отсюда просто выпилить. Что мы это найдем. Хотелось бы посмотреть, полазить и показать и вам, естественно. Ну что, друзья, начинаем шутки за 300. О, я починил, я поставил. Уникальный трактор, на котором надо ездить стоя. Вот такой вот тракторишка. То есть, типа, да, он сюда ставился колесами, эта же штука крутится, типа, ну, стенд, да? Нет, здесь другой. Ну, смотри, сколько их лежит. То есть там стоял какой-то комбайн, видимо, большой. Нет, там спереди с первой Кировец я вот отправлял. Кировец стоял, да? Блин. Стоял потом вот этот ХТЗ, как поменьше Кировец чуть-чуть. Вот, а здесь уже вот такие маленькие стоят. Блин, ну что, получается, это Владимирец. Это мы что, опоздали, получается? Печалька. Дверь, смотри, мы пытались в нее снаружи войти. Ага, как наивно это было. Ого! Какое колесико. А что это вы тут делаете? Чё ты изображаешь? Аккуратней. Я хочу на него залезть, но мне стрёмно. Я, конечно, начну покатиться, везде гвозди. Оно покатится. Оно скорее на бок свалится. И там везде гвозди. Похоже, у нас тут начинается фильм ужасов, да? Так, и ты самое главное отбегай, Нет, отбегай, не надо. а я ее сфоткаю. А если я покачусь? Спрыгай Куда? назад. Все, теперь можешь лежать. Ты прям между двух гвоздей спрыгнула, ты в курсе? Я посмотрела на гвоздь, а где второй? В ноге. Как я кайфую вот от этих плакатов, ребята, они такие классные вообще. Прям
прорисованы, сделаны четенько. Это все написано-то вручную. Давайте все, да, все красивенько выставим. О, смотрите, я вижу, там есть трактор в той части. То есть их еще не увезли. Давай фоткай быстрее, я хочу увидеть трактор. А ты здесь только вокруг гулял, внутрь не заходил, да? А я с ребенком приезжал. Ну, что ж ты, надо было, видишь, как мы дверцы походить подергать. Ты же сам убедился, что всегда есть открытая дверь. То есть, ну, мы же ничего не ломали, ничего не вскрывали, ничего не выбивали. Просто чуть толкнули, она открылась. И то, что на вид закрыто, не всегда таковое. Вот, народ, если что, подписчик подтвердит. Всегда есть открытая дверь. Смотрите, еще один стенд. Что это такое? Косилка. Косилка, да? Ну, я думаю, да. Здесь, наверное, ножи. Вот это. То есть она на трактор сзади вешается. И... Ну, возможно, да. Похоже, что-то такое. Так, ну еще одна комната со всякими учебными материалами. Не, какие же они все-таки крутые, а? Потрясные просто. ЗИЛ-130. Вот где бы тебя найти, ЗИЛ-130? Я знаю, вы, ребят, любите ЗИЛы-130. Как только на обложке он появляется, так сразу 100 тысяч миллионов просмотров. Но не факт, что он здесь будет. Хотя я надеюсь, что мы найдем что-нибудь не менее интересное. Ох, какие, смотрите. Все брошено. И все же это ведь либо выкинут, либо попилят, либо разломают. Вот прям вот шкаф, комната с хранением макетов. Вот таких вот. Модель. Сделана в СССР. Модель молотильного аппарата. Ну как. Слушайте, куча документации осталось. Фу, это классно выглядит, но не классно, что все это брошено. Так, ну вот мы в переходе, да? О, это, видимо, типа... Ну, здесь, судя по всему, сидела охрана, потому что сигналы, контрольные панели, скат, блок питания, да? Автомат, кстати, включен, но электричества здесь нет. Я помню, там ключи были. Ключи были, слушай, там же была ключница. Попробовать подобрать. Давайте попробуем. Слушай, мне нравятся такие квесты, когда ты находишь ключницу, а потом ими открываешь закрытые двери. Это прям прикольно. Не факт, что он здесь есть. Хотя, нам подходит этот, кислород какой-то, этот, судя по виду, нам подходит. Ну, сейчас проверим. Потом, конечно же, все повесим обратно. О, да. Ух ты. Это я. Опа. Так, ого. Ого. Фу, а запах какой. Прикольно. Смотри. А вот это тут даже меня удивили. О, смотри, какая штука. Это с электрооборудованием класс работы. По соображениям цензуры наш дальнейший диалог у данного аппарата я выложу в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, там весело. Да. Анализатор К518. Понятно. Да, видишь, я шарю. Слушай, ну это прям топ-объект вообще. Сохран тут просто потрясный. А это что такое? Сварка, что ли? Ну, я, как обычно, делаю свои тупые предположения, а вы меня в комментариях поправляете. Угадал или не угадал. Ну, нам, видимо, придется во двор вылезать, потому что там, я так понимаю, Лех, нет прохода дальше, да? Ну да. Так, закрываем за собой. На, относим на место. Тут как раз и подставлено. Так аккуратненько. Удобненько, да. Так. Внутренний двор, следов нету. До нас тут никто не ходил, как минимум снегопад был сегодня ночью. То есть сегодня тут точно никого не было. Что-то явно для комбайна, для уборки урожая. И это тоже, конечно, выглядит весьма печально и крайне небезопасно.
Интересная у нас получается история со средним образованием. После революции большая часть населения не умеет ни читать, ни писать, а молодая советская страна планирует вставать на индустриальный путь. К тому же грамотным населением на самом деле проще управлять, вопреки расхожему мнению. Но пропаганду ведь кто-то же должен уметь читать. В общем, сначала обучают минимальным навыкам, позднее вводят фабрично-заводское ученичество при крупных предприятиях. Там обучают и востребованной специальности на заводе, и общеобразовательным предметам. Очень похоже на то, что делают сейчас. Программа «Профессионалитет». Оказывается, все давно придумано, только со временем слегка видоизменилось. Так, например, в 60-е появились профессионально-технические училища. После перестройки – лицеи, а сейчас – колледжи. Вот только в 2013 году, там где-то наверху, решили, что ПТУ – это уже устарело, это не престижно и вообще совсем не нужно. И их начинают массово закрывать. Только на моем канале можно найти штук 5 разной направленности. Какие-то, безусловно, реорганизовались, как, например, то, в котором мы сегодня находимся. В 2015-м оно из лицея превратилось в филиал другого колледжа. Но, судя по тому, что мы сейчас видим, филиал этот не сильно-то и востребован. Ну что ж, посмотрим, что тут осталось. Так, а тут прохода к тому трактору, который я видел, нету. Это прискорбно. Но я думаю, что где-то открытое окошко должно быть. Тут просто какой-то учебный класс был и пустота. Ну, такое. Ну, ладно. Тогда для начала пройдемся туда. Блин, тут, конечно, мягко говоря, вообще не безопасно. Небезопасно! Ой! Я упал. Опа. Опа, я пролез. Я пролез. О, трактор. Тут дверь подперта чем-то. Пока. Вот чем она подперта. Слушайте, у меня такое подозрение, что здесь может быть видеонаблюдение. Потому что этот трактор, скорее всего, судя по его виду и новизне, он как будто бы вообще рабочий полностью. Ну вот посмотрите на него. Это просто потрясающе. Так, вот это помещение закрыто, мы его туда точно ломиться, я думаю, не будем. Если уж тут все такое действующее, полудействующее. Хотя вот, судя по вот этой разрухе, конечно, не скажи, что тут что-то работает. Но, тем не менее. Так, ладно, фонарем светить не будем, потому что в том здании, скорее всего, сидит охрана. Перчатки висят, смотрите, советские, боксерские. Здесь вот, видимо, по обслуживанию. Смотрите, у тебя автосервис свой, да? Подъемник. Не интересует. Я всегда боялся такие винтовые подъемники, у них гайку срывает, машина прям летит, лучше гидравлический. Ну, согласен, да. Шильдик есть, небось, еще в СССР сделан. Нет, я думаю, Чебоксарский опытный завод, год выпуска. 2000 год. уже такой, да. На современный носитель. Ненадежно, да. Мне интересно, у него, может, ключи здесь даже есть. Трактор на заброшке. Смотри, документация какая-то на него лежит. Ну, прям трактор. Да, у него сзади есть номера. Ну, на нем явно не ездят, потому что резина, смотри, прям вообще свежак, блестит. Но если ездят, то крайне редко. Но учитывая, что она уже подспустила, такое. Слушай, ну у нас вот в деревне трактор стоит. У Сереги он явно сильно хуже, чем этот. Блин, ну тут, конечно, опасно просто. Может на тебя упасть. Надо прям аккуратно здесь проходить. А здесь вот, видимо, кто-то подставлял. Вон он, смотрите, какой классный внутри. Блин, ну тут все закрыто. Все окна закрыты. Что там, открыто окно? Блин, а я его даже не заметил. Как обычно. Давайте кто-нибудь один залезет и откроет то окно просто. Команда. Оп. Хорош. Не то. Вот это. Леха не то окно начал открывать. Ну куда ты лезешь? Что тебе не терпится? О. Можно просто же подняться.
Чё там? Чё ты полезал-то через это окно, когда может там... Ой, я там закрыл, открой ему. О, ну так мы попали. Хотя я все равно, я видел, что здесь есть КАМАЗы. Но это тоже потрясающе. Вы только посмотрите на их размеры. А тут еще, смотри. Помните колхоз заброшенный? Мы вот такие кабины видели. И целый тоже такой там стоял. Вот это кайф. Вот это прям кайф. Обалдеть. Трактор с экскаватором. Здесь трактор без этих передних колес. Полуразобранный такой. Вот это вот тоже мощная машина такая. Обалдеть. Казахстан. О, какой. Ну, конечно, надо внутрь залезть. Все, как тут удобненько сидеть-то. О, какая она, эта сидушка прям мягенькая. Ну и вот тебе право, лево, лево, право. Ну, этот такой же, видимо. О. Слушайте, ну такую технику я еще так близко не обозревал. Ну и вот это, конечно же, я хочу залезть сюда. Посмотрите, он просто, у него колесо, только колесо с меня ростом. 720-665R. Модель FD12 по ГОСТу. Это уже все подспустило. Причем он вон здесь поворачивается. О, правый руль GDM, что ли? Ну тут ты прям себя чувствуешь, как будто ты, я не знаю, не в машине сидишь, а в поезде. Как будто, блин, на паровозе едешь. Подкинуть? Но, судя по его состоянию, я боюсь, что это не заведется уже штука. 4 рычага. Прям вообще. И оплеточка такая вот эта вот советская. Такая прям оплеточка, да. Класс. Это для 2 пассажиров место. Прям это. Девчонки, первый парень на деревне. Поехали кататься. Козырьков только нету. Бухой тракторист на таком не поездит. Упадет, шею сломает. И сзади у него все так монументально. Смотри, какая сцепка. С пружинами, с такими. 2 бака. Охренеть, конечно. Бигфут. Воистину легендарная техника. Советский сельскохозяйственный Бигфут К-700 или Кировец. Свое второе название, Кировец, он получил от имени завода, на котором проектировался. Кировский тракторный завод в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде. Он благополучно работает до сих пор и выпускает уже вот такие кировцы. Но тот, который мы увидели в ангаре, легендарный, потому что первый. Технику на грани фантастики для начала 60-х годов спроектировал Жозеф Котик. Максимально странное имя. Хотя, кто бы говорил. Забавно, что предыдущая его деятельность была связана с разработкой тяжелых танков. Вот и получился сельскохозяйственный танк. Есть легенда, что идею проекта К-700 Хрущев подсмотрел в США во время своего визита в 1959 году. И Кировец — это аналог американского Джон Дира. Однако я не нашел этому никакого подтверждения, и скорее всего это просто легенда. Но тракторы действительно похожи. В сети даже можно найти схватки этих 2 якадзун, сельскохозяйственных монстров. Я залип. Синий комбинезон, сапоги на носке. На старом К-700 я лечу по реке. Я знаю устройство потоков машин. Трактора — это наши супергерои. Честно говоря, недостатков у него тоже хватало. Например, своим немалым весом, на секундочку больше 12 тонн, он слишком сильно приминал почву, а еще легко кувыркался. Тем не менее, советские люди нашли ему применение не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях. Вот тут, например, его поставили на гусеницы. На его базе была разработана лесостреловочная машина, фронтальный погрузчик и универсальная дорожная машина. Не будем забывать, что времена-то неспокойные, холодная война, на носу Карибский кризис, вот-вот шарахнет. В таком случае К-700 бы использовался как артиллерийский тягач.
У тебя фонарь в кармане горит, прожжет сейчас. Уже, по-моему, прожег. Уже дымится. Да, дырка. Что прожгло-то? Вон снизу хрустит. Фотосессии в экстремальных местах. Дорого. Тоже, кстати, как попасть со мной на заброшку. Берете, арендуете Леху за... Лех, сколько у тебя час съемки стоит? Вот такой. Около 5000. Ну, кстати, нормально. Едем и платите Лехе, он вас вот так вот снимает. Легко. Вот в таких местах. Можно даже не устроить. Скину твою запрещенную соцсеть. Пишите туда. Музыкальная пауза. Подвеска. Аня настолько много пирожных съела, да, что даже у кировца, это ж кировец, да, вроде, проседает подвеска. Вы не понимаете, он меня подтанцовывает. А, он тебе подтанцовывает. Ты настолько зажигательная, что тебе даже такая техника начинает подтанцовывать. Да, ну это, конечно, вообще потрясно все. Но, блин, мы так и не нашли. Я видел, что здесь есть Уралы, КамАЗы и все такое. Надо их найти. А здесь пока я проходов к ним не видел. Короче, народ, у нас план следующий. Я сейчас ребят всех выпускаем, выходим через эту дверь. Но чтобы ее не оставлять открытой, я их сейчас выпущу, закрою за ними дверь. И сам свалю уже маршрутом, которым мы заходили, тоже, соответственно, с собой все закрыв, чтобы, ну, это место не облюбовали школьники. Че? Ну, либо да, я сейчас, я придумаю, как отсюда быстренько выйти. Давайте, выходите аккуратненько. Потому что у нас осталась одна часть не исследованная. Там в серединке, нам туда надо как-то попасть. Все, давайте я за вами закрываю. Все, закрыто. Ну и у меня теперь в одно лицо мега-квестик. Как бы отсюда бы свалить. Как минимум прикрою. Чтоб туда не попадало вода. Оп. Закрываем. Все. И выходим. Вроде нет никого. Вот и ребята. Палево начинается. Будет забавно, если эти зилы находятся здесь. Но все-таки есть очень большая вероятность, что их уже успели распилить, потому что это место, из него активно все вывозят. Сами видели, сломали часть стены, чтобы вывести оттуда. Вон Саша, подписчик, говорил, что там раньше стояли всякие кировцы, было намного больше техники. А сейчас уже, смотрите, видите, совсем пусто. Я, конечно, вам уже много всего интересного показал, но как-то все-таки обидно, когда у тебя есть цель, а ты ее не находишь. А очень хотелось бы найти. Ну, здесь совсем пусто. Здесь только вот какие-то гаражи для обслуживания этой техники всей были. И то уже смотрите, как выломан пол. Здесь совсем уже все печально. Ничего не осталось. Короче, все, собрались. Идем к самому опасному месту. Там, во-первых, с двух сторон висят камеры, которые смотрят прямо на это место. И все, скорее всего, закрыто. И плюс охрана внутри здания, которая сохраняет именно само главное здание училища. Ну и вон машины рядом ездят, тоже палево то еще. Слушай, ну так вот с виду, кстати, смотришь, вообще не скажешь, что это заброшено. Выглядит все мега прям живо. То есть, получается, вот здесь вот мы были трактор, вон там вон обрушенная часть. А вот в этой вот выступе, вот там примерно посередине, мы как раз таки еще не были. И туда надо бы попасть. Вон на углу висит камера. Вон она. Вон там. И она прям смотрит. Но здесь вроде как открытая территория. Возможно, конечно, там выйдет охранник. Но посмотрим.
аккуратненько надо пройти. В окна ничего не видно, но мы здесь были внутри. А вот посередине этого здания мы еще не были. Так, о, дверь. Вот там двери не было, и, кстати, очень удачно, что оттуда камера загораживает елка, а отсюда камеру загораживает вот эта вот постройка. Мне кажется, я нашел. Да. Там что-то стоит? Там стоит Урал. Опа. Извините. Так, спокойно. Ты только посмотри на это. Да! Вот за этим мы сюда ехали. Вот за этим мы сюда ехали. Вы посмотрите на них. Обалдеть. Это просто невероятно, друзья. Так, я думаю, мне уже можно дружинником его снимать, потому что здесь все-таки палево, и это привлечет внимание. Я его оставлю где-нибудь здесь. Ну, брошу куда-нибудь сюда, он на стол, да. Пускай лежит. И дальше... Ох, обалдеть. Вы только посмотрите. Урал. Ему, конечно, уже поплохело. Шины подсдулись. Такие спецовочки, как остались уже пеплом. Пеплом, этим покрыты побелкой. Наглядные пособия, книги. Офигеть. Ай, вот этот запах машинного масла. Кстати, КамАЗ, смотрите, еще колеса надуты, хотя и уже... Такие эти запчасти остались. Смотрите, аптечка. Блин, ну прям все шикардос, а. Видно, он ключ на 22 лежит. Такое ощущение, как будто, знаете, здесь еще вчера люди работали, студенты что-то там изучали, сказали, все, ребят, на выход, просто вот так вот положили перчатку и пошли на выход, и все. И история данного места закончилась. И сейчас его потихонечку начинают вывозить. В скором времени от этого ничего не останется уже. Что-то дверь не открывается. Ну-ка. Вот. Слушайте, КамАЗ как новенький внутри. Просто отпадные такие сидушки. Ну, в КамАЗе я уже сидел, как я говорил, в ДСААФе. В упор, смотрите, ему пришлось рессоры подрезать, чтобы он сюда тупо влез. Шишигу вы могли видеть в видосе про С-25. Только там она была более разбитая, здесь она более целая. Вот так вот она тут выглядит. Смотрите, причем здесь такая лежанка, прям как будто одного человека перевозить, но я думаю, сюда отдельно притащили, тут вряд ли так грузовик использовался для перевоза одного человека, к тому же он просто упадет под колесо, это явно небезопасно. Кстати, самое интересное, что вот эту дверь мы с той стороны не нашли. То есть где-то вот, получается, вот тут по диагонали это обрушившаяся часть, вот туда мы были, а здесь вообще, видите, получается, что здесь как будто бы прям полностью закрытое, без дверей, отдельное помещение. Такой гараж. И самое забавное, вы посмотрите, они здесь стоят, а здесь нет никаких ворот, нигде, ни с какой стороны. И здесь тоже, то есть их сюда, получается, загнали действительно, и потом построили стену. Хотя, учитывая, что здесь опора, ну, то есть их прям как-то сюда загоняли параллельно со строительством самого здания. Представляете? Сколько у него пробег, мне интересно. Ну-ка. Сколько там, не видно. Ну, какой-то есть. Да, кстати, смотрите, их заводили, и выхлоп как сделан, чтобы не дымил, уводится в пол. Ну, в общем-то, рама от грузовика. Судя по всему, это ЗИЛ. Судя по бамперу, это ЗИЛок 130 был. Как открывается капот на КамАЗе? Вверх.
Он вот здесь, вот, стой. Вот так, давай. Ага. О. Тихо, я с умным Чё, видом с умным видом стоишь, что-то понимаешь, и типа, да? головой киваю. Давай, давай. Ну-ка, вот это что такое? Это радиатор, наверное. Какой? Ну, это решетка. Какой радиатор? Какой? Ну А какой? они разные бывают? Для машины? Масляный, наверное. А, это, наверное, печки вообще. Ой, я тоже решил поумничать, в итоге, как обычно, скажешь, кот, ну не знаешь, ну что ты говоришь? Да. Блогер, вот ты говоришь. Да, работа такая говорить. Так, я хочу сначала посмотреть вот на эти движки, которые просто отпадные. Такой, смотрите, как кастрюля просто, воздушный фильтр. Кривые лежат. А ну-ка, подай-ка, мне ключ на 32. На 50. На 50? Да. Нормально, 50 на 40. Хорошо, на 46, да. Странно было бы 50 на 40. Просто рай для всяких технофилов, да? Потрясно. Слушай, ну это прям вообще... Дайте координаты. Так, смотрите, у него это что, лебедка у него сзади такая стоит? Урал. Урал. Ой, только у Урала, по-моему, руль уже это совсем не ура. Ну, прям вообще. Ну да, ему тут прям вообще уже не очень. Она не отсюда, она вечно длинная, а стол короткий. Так там, вы видишь, на каждой лежат. Типа спать, что ли? Пары просыпать. А тут вот явно препод сидел. Причем, смотри, здесь можно в яму спуститься и посмотреть на него снизу. Правда, чего мы там не видели. Выхлопные трубы, рессоры, кардан. О, какой. Короткий карданчик. Да. Это мощно. Какой уютный уголок. Ну, препод, да, мастер-препод. Видишь, книжки лежат, учебники, всякие плакаты и прочее. Интересно сделали, отрезали раму, и чтобы лебедка осталась, они ее так вот приварили. Угу. Ну да, но тут так-то места маловато. Но все равно, смотрите, спуститься можно. Ух, под Уралом. Под Уралом. Петрович, подай ключ на 20. Уникальная картина, надо сказать. Чтобы в такой технике и ни капли масла. Но она ж прям вообще как новая. Обалденно. Это одно из самых крутых мест, которые я посещал. Очень много советских экспонатов, артефактов прошлого, а главное, советской техники. Конечно, это все можно увидеть в каком-нибудь музее, но ни один музей не сможет передать полной атмосферы, застывшей в заброшенном месте. В музее все отреставрировано, выкрашено, такая история с макияжем. А здесь все так, как оно есть. Вся техника, оставленная внутри, уже, конечно, устарела. Тракторы такие не выпускают, и учить на них студентов не совсем эффективно. Почему оставили макеты и плакаты, остается для меня загадкой. Вероятно, в них просто нет необходимости, потому что все это заменили компьютеры. Что же касается учащихся, они все были переведены в главный корпус колледжа и продолжают свое обучение там и по сей день. Этот колледж, кстати, очень круто развивается, ведет активную жизнь и даже получает какие-то гранты. В общем, вспомним с ностальгией былые времена, но грустить не будем. Ведь все меняется, превращается во что-то новое и в конечном итоге развивается. С вами был Кот. Пока. Это мой путь. Здесь черная смазка, кирпичная муть.